Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. У меня новая швейная машинка, вот такая. Была вот эта, она у меня до сих пор работает, но за последние 2 месяца я пару раз вызывала уже мастера, и мне это как-то, у меня из-за этого простои возникают в съемках, поэтому я купила новую. И как я ее выбирала, я вам сейчас расскажу, и в чем отличие. В принципе, меня моя вот эта вот Janome Escape V30, она прекрасно устраивала. Но я подумала, что мне не помешает еще одна на случай поломки. И, конечно, мне хотелось хоть немножечко, но получше. Конечно, мне хотелось сильно получше, но сильно получше, например, вот те, в которых вот это вот расстояние рукава длинное, большое для стежки одеял, они стоят на порядок дороже. Поэтому, и к тому же я подумала, что у моих подписчиков у всех бытовые машинки. Поэтому чего я буду выделяться? В результате я начну шить то, что на обычной швейной машинке бытовой нельзя сшить. Поэтому я выбирала ту машинку, которая в том же ценовом сегменте. Кстати, такая вот Escape V30 тоже была в этом магазине, только новенькая. Но мне хотелось что-то хоть немножечко, но получше. И вы обратите внимание, вот у этой столик чуть-чуть побольше, чем у моей Janome. Рабочее поле чуть-чуть пошире. И слева, и впереди этот столик, видите, как он немножечко выдается вперед. И он совершенно ровненький, не закругленный. Это тоже очень удобно. В чем еще отличие? Если вы обратите внимание на рычаг выбора строчки, то идет сначала А прямая, а потом С зигзаг. А в этой моей машинке есть еще Б строчка. Чем она отличается? Вот смотрите, это тоже прямая строчка, но иголка располагается чуть левее, чем обычно. Сейчас камеру по-другому возьму. Вот в таком положении она шьет прямую строчку, но немножечко левее, ближе к левой стороне лапки. А если на обычную прямую, вот иголка перемещается. Я еще не знаю, где мне эта функция пригодится, но главное, что она есть. Кроме того, в новой машинке у меня есть рычаг регулирования давления лапки на ткань, а в этой машинке, в моей, такой функции не было. Еще момент, для наматывания нитки мне надо вот этот вот рычаг вытащить вперед. В этой машинке такого не нужно. Как только я переключаю на наматывание нитки, у меня автоматически там механизм перестраивается на наматывание, и иголка не шьет в это время. То есть на одно движение меньше придется делать. Внутри столика вот эта вот съемная штука как бы для хранения всяких мелочей. Но чтобы достать эти мелочи, надо сначала отсоединить эту штуку. А здесь мне достаточно, не отсоединяя, вот так вот открыть. И здесь у меня всякая всячина может лежать. Это тоже очень удобно. Сам столик здесь вот снимается. Одной рукой не очень удобно. Вот, видите, он и сзади немножечко побольше, чем в моем случае первоначальном. И сбоку пошире, и спереди побольше. Очень мне этот момент нравится. И в одной и другой машинке у меня есть нитка-вдеватель и нитка-обрезатель. Но в моей старой нитка-вдеватель поломался в первый же год. Поэтому мне очень хорошо, что и то здесь есть. Я уже привыкла к нитка-обрезателю и не знаю, как мне без него быть. Очень удобная функция. Если вы выбираете только себе машинку, рассматривайте, чтобы это было там. В новой машинке у меня также 3 рычага выбора. Здесь вот зигзаг, ширина зигзага, длина стежка и выбор строчек в рычаге. Я выбирала аналоги вот старых машинок, которые были вот 55-15, которые шьют именно в том числе тяжелые ткани в несколько сложений, потому что я рукодельница, и для меня это важно. Моя машинка здесь, конечно, тоже хороша была, вот, но по весу она немножко меньше, чем вот новая.
и она при высоких скоростях немножечко скакала у меня, уезжала. Ну, и у нее и название Escape, то есть побег, поэтому она куда-то все время убегала на высоких скоростях. Я надеюсь, что с новой такого не будет, потому что она на килограмм потяжелее. И момент вот этот вот с рычагами, вот 55-15, 55-19, а это продолжение этой серии, хотя она называется 15-22, но это из этой серии, тоже шьет тяжелые ткани, но в тех моделях 55-15 вот эти вот рычаги заменены ползунками. Я сейчас фоточку выложу, покажу. И вот эти ползунки, мало того, что для меня непривычные они, так еще мне продавец в магазине сказал, что их убрали из этой серии, потому что они часто ломались из-за того, что они как-то механизм устроен на струнах или лесках, и они рвутся или растягиваются. И в результате машинка перестает регулировать и натяжение верхней нитки. Я смотрела отзыв одной девушки в Ютубе по поводу этой модели. У нее не получалась идеально ровная прямая строчка, хотя она по-всякому ее регулировала в течение 2 лет. Может быть, это из-за этих струн. Я уже немножко пошила на ней и очень довольна. Надеюсь, что буду также довольна и в дальнейшем она мне будет долго и прекрасно служить. Еще я хотела сказать, что вот эта машинка новая шьет гораздо тише, чем моя предыдущая. Для меня это прям большой плюс. Ну и, конечно, к новой машинке прилагается инструкция по эксплуатации. И вот смотрите, еще вот такой пакетик с всякими нужностями. Со всем, что может понадобиться. Не все, конечно, но многое. Лапка для автоматического выметывания петли. Распарыватель, лапка для атласных строчек, лапка для молний с одним рожком, 5 шпулек, ну, здесь 4, одна в машинке уже, набор иголочек 3 штучки, лапка для потайного шва, и вот такой у меня не было, это лапка для пуговиц, для пришивания пуговиц. И вот такая вот в отдельном тут пакетике она была, такая карточка с указаниями, строчки, какими лапками выполнять, какие настройки делать. И вот обратная сторона вот такая вот, как вдевать нитку. Здесь как пользоваться нитковдевателем. И вот здесь как правильно вставлять шпульку в шпульный колпачок. Вот все, кто мне писали, что я неправильно вставляю, я правильно вставляю. И вот здесь вот, этот шпульный колпачок, вид сбоку, судя по всему. Как дальше ее вот так вот вставил, потом сюда в эту прорезь, а потом сюда. Такая карточка-шпаргалка. А еще мне очень понравился спокойный деловой дизайн этой машинки, без всяких цветочков, чем очень славится Джанаме. Там был вариант еще черный, вот эта панель, но мне понравилось больше вот это вот серо-синее. Вот пока что я вижу в ней только плюсы по сравнению с моей старенькой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. С удовольствием отвечу на все вопросы, если я знаю ответ. Всего доброго и спасибо всем, кто досмотрел до конца.